Друзья, всем привет! Несколько дней назад вместе с вами разделяли орхидею, точнее вот от этой материнской растения с цветоноса срезали орхидеечку, маленькую малявочку, и пересадили ее вот в это вот кашпо. Собирался буквально через день-другой полить вот эту вот орхидею и совсем забыл про нее. А сегодня, когда обратил на нее внимание, заметил, что у нее желтеют листья. Вот предлагаю вам вместе со мной провести ревизию, что происходит с орхидеей, сделать антистрессовую обработку этой орхидеи, ну и заодно вместе со мной сделать обзор, как чувствует себя отделенная с цветоноса вот этой вот материнской орхидеи деточка, и посмотреть еще одну орхидею Монтерейчик, которой предстоит нам вместе с вами отделить точно такие же две детки, которые находятся у нее тоже на цветоносах. Но, друзья, это Монтерейчка у нас другого варианта цветения пилорика. А вот эти вот две, материнская и недавно отделенная, это орхидеи Монтерей бабочки. Так, ну что, давайте посмотрим и кое-какие процедуры проведем вот с этой вот. Заодно польем ее наконец-таки. Да, друзья, к сожалению, иногда так бывает, что замотаешься и забываешь про ту или иную орхидею, которой необходимо проделать какие-то процедуры. Так, ну ладно, сейчас мы еще эту взрослую орхидею посмотрим, но прежде хочу показать вам ту самую деточку, которую мы отсоединили, и на ее цветонос. Если вы помните прошлое видео, в котором я показывал и этим видео отвечал на вопрос, значит, заморозится цветонос или нет. Посмотрите, он растет не по дням, а буквально по часам. Буквально в прошлом видео мы смотрели, он всего лишь вот на сантиметрик был. Сейчас он в 2,5 раза уже больше того размеров, который был в прошлом видео. Все видео по, значит, вот этим орхидеечкам, Монтереям, и пилорику, и бабочкам, от пересадок, разделений, всех процедур есть у них в их отдельном плейлисте, который так и называется — орхидея Монтерей. И там мы все с вами собираем, все видео с процедурами про эти орхидеечки. Так, ну, у нас был полив, помните, мы поливали эту орхидею. Посмотрите, значит, это не плесень на корнях, это ризоиды, друзья. Ризоиды появляются, такой белый пушок на молоденьких орхидеях, на молоденьких корешках. Вот этому корешку понравилось, он пошел расти. Видите, он такой отрос в этот, как сказать, в промежуток между стеночкой и кусочком керамзита, то есть корешок растет. Здесь тоже у нас корешок неплохо себя чувствует возле махового фитиля. И здесь тоже, смотрите, у нас корешок чуть-чуть отрос. То есть где-то у нас корешки какие-то по сантиметру-полтора отросли. В общем-то, орхидее понравилась наша прошлая процедура. Что за процедура? Заходите в плейлист и смотрите видео со всем уходом, со всеми видео, где мы ухаживаем за этими орхидеями и проделываем процедуру. Ну вот с этой орхидеей мы проделали в прошлом видео определенную процедуру. Так, что у нас с мамашкой? Друзья, с мамашкой вот у нас два листика нижних желтеют. Желтеют они по всей, то есть длине, то есть не от основания, да, вот здесь вот, а по всей длине. Это хороший показатель, потому как если бы у нас они желтели листики от основания, вот отсюда начинали, то да, можно было бы беспокоиться и переживать, проводить, возможно, какие-то профилактические обработки от грибково-бактериальных заболеваний.
Ну или еще хуже доставать и смотреть, что где было упущено. Но у нас орхидея желтит листики по всей длине, она их просто отсушивает, забирает из них питательные вещества, ну наверняка куда-то пошлет их на рост, может быть корней или еще что-то. Поэтому вот сейчас мы с вами орхидеечку польем. Сделаем полив, причем полив не просто, а антистрессовый. Я ее обработаю польем вот этим вот стимулом антистрессовым. Вот. Кому интересно, можете нажать паузу и почитать, вот для чего этот стимул. Иногда в комментариях пишут, задают вопросы, как его еще применять, от чего он. Ну вот, пожалуйста, я вам инструкцию крупным планом показываю. Можете нажать на паузу и почитать, что это такое и что дает этот антистресс стимул. Так, я возьму один тюбик, ну, ампулу одну. Вот. Ну, здесь где-то здесь 1,5 литра воды. Переборщить его невозможно, друзья. Он никак пагубно не влияет на орхидеи. Вот так вот сейчас я размешаю. И я сделаю замачивание, друзья. На самом деле, конечно, грунт у нас здесь такой, кора и кокосовые чипсы. Для такого, знаете, моментального полива, когда берешь вот так орхидею, погружаешь в воду, буквально несколько секунд держишь, грунт очень быстро напитывается, поднимаешь, и смотрите, пол объема вот этого горшка успела впитаться. Но нам не надо быстро, нам надо, чтобы орхидея немножко постояла. И корни этой орхидеи напитались раствором, который мы добавили в воду. Это вот этот вот стимул. Пускай пока орхидеечка стоит вот здесь на заднем плане, а я вам покажу другую орхидею, которую предстоит нам с вами отделять, деточки, и которая тоже, смотрите, одна из деток у нас на цветоносе начинает цвести. Это пилорик. Кстати, одну из пилоричных вот таких вот орхидей мы с вами разыграли в сентябрьском розыгрыше. Вот. Буквально через 10 дней у нас будет уже октябрьский розыгрыш на канале Орхидей. Вот. Кто еще не принимает участие, подключайтесь. Ссылочки в описании под этим видео. Вот. Очень будет много, 15 будет обалденных орхидей. Несколько штук я уже представил для розыгрыша. И на днях я оставшиеся представлю. Это в группе Архамания у нас будет проходить среди донов группы. И одну орхидею мы разыграем прямо в прямом эфире среди подписчиков, зрителей нашего канала, тех, кто будет присутствовать на прямом эфире розыгрыша орхидей. Тех, кто смотрит именно наш канал, даже не являясь участником группы Архамания ВКонтакте. Вот такая вот пилоричная орхидея, друзья, с двумя детками. Кончики у нее подсыхают. Это еще со времен, когда мы ее покупали в магазине. Она у нас, помните, была вообще ужасная, с висячими ушами. Вот эти листья были сморщенные, как тряпочки висели. Вот. Мы ее отхаживали, мы ее реанимировали, возвращали к жизни, а потом пересаживали. Ну вот после пересадки она, собственно, продолжила свой рост. Детки у нее выдали вот такие корешки. Кстати, вот у этой детки уже с корнями тоже перебор. 3 корня, посмотрите,
каждый корень уже давно надо было пересаживать. И они продолжают расти. Так что я думаю, что буквально завтра-послезавтра край нам нужно отсоединить эту детку и пересадить. Потому что корни вырастут, и мы потом ничего с ними не сделаем. Никуда мы их не упихнем. И вот вторая деточка у нас. Здесь корни чуть поменьше, но тоже растут не хуже. Вот. И буквально, кстати, недавно начали расти. И если кто помнит, мы основания мазали этим орхидеям тоже рибавом мазали и энерджайзером опрыскивали, потому что вот у этих орхидей, вот у этих, точнее, деток у нас не было корней. И мне задавали вопрос, как сделать, чтобы у деток полезли корни. Ну и мы проводили все процедуры. Найдете, в общем, в плейлисте, который называется у нас орхидея Монтерей. Там все есть. Кстати, мох уже подсох, и орхидея хочет пить. Можно уже ее поливать. Вот такая вот. Так, ну что, напиталась наша Монтереюшка. Наша Монтереюшка. Кстати, корни у нас, мы подчищали ее. Было много гнилых корней. Вот, я думаю, все, она напиталась. Вот, этого будет, в принципе, достаточно. Корни вот зелененькие. Вот. Хотя можно еще подержать. В общем, друзья, я еще минут, наверное, 10 подержу эту орхидею. Ну, для того, чтобы и корни напитались, и напиталась кора. Вот это вот, с которой мы орхидею мешали. Обычная вот эта самая простая кора, видите? Вот, которая еще не разработана, а нужно, чтобы она разработалась. Вот. В общем, поддержим немножко ее, и потом я ее достану, в плошечку поставлю, и все, и до следующего полива. А следующий полив этой орхидеи будет по просушке грунта. По просушке грунта. В общем, друзья, вот такие вот у нас орхидеечки Монтерейки. Мамаша на антистрессовом стимуле. И детка, которая продолжает наращивать, смотрите, как цветонос не по дням, а прям по часам. Буквально вот за несколько дней нарастила вот такой вот уже цветоносик. Я думаю, что в ноябре она порадует нас своим цветением. В общем, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока!